Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог, так что кому интересно, приглашаю вас к просмотру. Сегодня я буду раскрашивать в волшебном мире Средиземья Толкина. Здесь мы красим вместе с Оксаной, а ссылка, как всегда, в конечной заставке. Так что проходите, знакомьтесь и смотрите. У Оксаны очень интересные видео. В этой раскраске мы красим по порядку. И, кстати говоря, давайте сегодня с вами для начала полистаем, что же тут у меня раскрашено. Вот честно скажу, что вот до этой иллюстрации пока у меня руки так и не дошли, а, например, вот у Оксаны уже раскрашено. Ну, ничего, как-нибудь раскрашу. Обязательно. Ну, а так вот все по порядку. Хотя я начинала раньше, чем Оксана, поэтому и начинала я вот с этой вот иллюстрации, насколько я помню, но потом уже и вот это все доделала, но это мы уже вместе. Мне очень нравится вот так вот иногда ее перелистывать. Она становится такой яркой, красочной. И кто впервые на моем канале, поясню, что фильм я не смотрела, книгу не читала и раскрашиваю так, как мне нравится. Вот. Мне самое важное получать удовольствие от раскрашивания. И вот, как я говорила, с огромным удовольствием перелистывать. Вот. А это все-таки возможно, если это будет ярко, красочно, тогда это не надоедает. Здесь я раскрашиваю манделузами с размытием, и акварель использую, и полихромосы, фикс прайс, да, не знаю, Ашан. Вот это там полихромосы, точно помню. Мэджики использую, дервенты, дервент Colorsoft, Drawing. То есть массу всего. Сухую пастель, как петербургскую, так и Мунго. Берлинго металлик, например, использую. Вот. И биджи металлик. Акварель и детская, и местами где-то в кюветках. Но правда та, что, во-первых, если белые ночи, то с белилами, которые, если не лить много воды, то тогда не протечет. И вот у меня еще есть Vista Artista. В общем, понемножку того сего. Мэджики у меня Kohinoor, фикс прайс. Как видите, уже довольно-таки много. Да, еще вот здесь вот масляная пастель Pentel. Ручки Краун. Белая. Потом люрикс. Ну, в общем, из фикса ручки. Где-то как некоторые элементы. Перламутровая пару раз на небе тоже была у меня использована. И, по-моему, дервенты я там еще использовала какие-то другие даже. Не только Colorsoft и Drawing. Черный карандаш Kohinoor. Ну и в этом месяце у нас по плану вот эта иллюстрация. Сейчас приступлю. Я достала маленький набор манделузов. У меня есть большой 72 цвета, но это я говорю для тех, кто впервые на канале. В общем-то, у меня вот здесь рядышком он лежит, но чтобы не тянуться, ничего не искать, беру маленький набор, потому что здесь идут в основном, вот мне нравится
2 зеленых, желтый, голубой, синий. То есть то, что вот здесь пригодится, соответственно, нет смысла использовать большой набор. Просто изначально я брала вот такой маленький, чисто на пробу. И поскольку мне они понравились, я тогда брала и Vista Artista, там и Sonnet, такие вот небольшие упаковки. И в итоге приобрела большую именно Монделузу. Хотя Vista Artista, вы знаете, что на всякие прогулки я беру и в определенных случаях использую. Вот. Также я уже приготовила 2 Мэджика, Kohinoor и Kids Fantasy Fix Price. Да, к сожалению, фиксовский, как видите, уже сколько сточился. Очень печально вообще, потому что вот эти-то кохенуровские, ну, как бы закончатся и закончатся. Можно взять и заказать новую упаковку, хоть они не всегда бюджетные, но как бы они есть, и купить их можно, тем более хватает надолго, а этих попросту нет. Это печаль. А как вы знаете, вот этим я раскрашиваю деревья, и то не всегда, а именно изделия из дерева, всякие вот такие штуки я предпочитаю там. Ну вот, например, забор, там вот это вот я люблю именно такой использовать Magic. Ну да ладно. В общем, приступаю. Еще приготовила Берлинга, Полихромос и Белые ночи мастер-класс не акварельный. Но здесь потребуется значительно больше цветов и тому подобного, но я взяла сейчас самые-самые такие необходимые. Ну и, конечно, сейчас с вами вместе пораскрашиваю. Тоже берите какую-нибудь раскраску, карандаши, краски, чем вы там будете раскрашивать. Что-нибудь вкусненькое. Ну, у меня в данном случае вода, в каком классном стаканчике. Я сначала в Ашане брала такой стаканчик, ну, с какой-то зеленью, с листочками на лето. И потом к зиме приобрела вот этот. Но в итоге тот и другой мне нравится, но летом я так и не потрудилась достать летний вариант. У меня простоял этот, и, в общем... Ну, мне просто нравится. Такой нежный, красивый. Я сейчас что-то листала Инстаграм, и еще раз мне попалась на глаза реклама магазина «Пятерочка», ну вот их вот этой программы, когда покупаешь пакет, ну, подписку ежемесячную, и можно, ну, в общем, начисляют больше баллов. И там, где в «Пятерочке» есть кофе, чай горячий, можно каждый день бесплатно как бы стакан покупать. Ну, как бесплатно. То есть, как я понимаю, деньги списываются, но 100% начисляется баллами на карту. Ну вот сейчас я написала в техподдержку ВКонтакте, так выяснить. Ну, я задавала некоторые вопросы. Быстро прям отвечают, можно сказать, моментально в основном. Это прям здорово. Ну вот сейчас не знаю, выясню, посмотрим, подключу, не подключу, потому что сначала думала нет, так как, знаете, ну, например, вот у меня подружка, соседка, она постоянно в «Пятерочку» ходит, в «Пятерочку», в «Перекресток», а я, например, ну, я хожу, но это не мой основной магазин, равно как я, например, хожу в «Ленту», в «Ашан». Но, не знаю, сейчас я подумала, что вообще это, скорее всего, даже выгодно. Может быть. Но в любом случае не в убыток. Скорее всего. Ну, сейчас я еще там задаю им вопросы. Подумаю, посчитаю. Может быть, тем более по промокоду со скидкой, может быть, и приобрету.
потому что все равно я хожу гулять, и взять стакан кофе, особенно зимой, это бесценно. Правда, рядом с домом пятерочка, она, скорее всего, закроется, да и кофе там нет. Но я люблю более дальнюю пятерочку, и там как раз-таки кофе имеется. И кофе, и чай. Это здорово. Помимо этого, там, насколько я читала, начисляют много баллов, когда X5 пост, вот, в общем, заказы доставляют, а я сейчас пользуюсь. И на Алиэкспресс какой-то кэшбэк, и доставка около. Ну, в общем. В общем, вполне вероятно, это выгодно. Заплатить 200 рублей и столько получать всего. Ну, в любом случае, там, конечно, напиток каждый день, но вряд ли этим буду каждый день пользоваться. Но... там еще, когда кофе покупаешь, должен быть какой-нибудь товар от 2 рублей. Но начисляется только если деньгами, а не баллами оплачиваешь. Но опять же, я посчитала, что, наверное, это будет выгодно. Ну, потому что из недорогого я покупаю, из совсем недорогого я покупаю овсянку, например. 5-6 пачек у меня в месяц уходит по 400 грамм. Вполне можно зайти и взять. Главное, надо уточнить еще некоторые вопросы. И почитать, что люди пишут. Кстати, кто-нибудь из вас пользуется этой программой? Если пользовались, то ВКонтакте или в Инстаграм напишите мне, как оно вам. Ну, потому что, в принципе, если баллами можно оплатить 99% стоимости товара, а баллы начисляются повышенные, то вполне вероятно можно даже гречку вон собаки покупать, оплачивать. Наверное, подключу и попользуюсь месяц. Месяц-два, вот так вот где-нибудь. Там посмотрим. Потому что я сейчас еще частенько стала заказывать, уже 3 заказа сделала в Tea.ru, ну, чай.ру, я рассказывала. Вот сегодня первый свой заказ получу. Ну и как раз через этот постамат, кстати. Тоже может быть интересно. Так, у меня там ушастик. Ну, опять же, для тех, кто впервые на канале, поясняю, что за звуки. Он там ворчит немножко. Так. И вот этим. Эх, были бы вот у этих карандашей, была бы палитра получше. Побогаче, поинтереснее. С удовольствием бы, наверное, взяла наборчик. Потому что я посмотрела, нет, мне
потестировала все-таки вот этот вот, потом серый и красный. Очень удачные. Это уж на что я красный не люблю, но вот поскольку необходим, я именно прям поштучно взяла и потом покупку повторю. Ну а что, один карандаш там примерно 45 рублей стоит. Хватит его по-любому надолго. Это недорого, а качество хорошее, вполне себе. Вот. Но остальные цвета неинтересные, поэтому я даже не смотрю в сторону всяких там наборов. Ну, к тому же они. Ну, а вот акварельные мне не зашли. А, у меня еще синий есть. Да, синий красивый оттенок. Хотя и акварельные штуки 4, по-моему, я взяла. Но я взяла как бы... Я первый раз даже не обратила внимания. Акварельные, не акварельные они. А выбрала по цвету, да и все. Потом стала разбираться. Взяла Мэджики. Ну вот здесь вот именно оттенки, которые мне нравятся. 25 и 26. Они прям вот идеально дополняют друг друга. Причем, что редкость, они реально, хоть и, так сказать, соседние номера, да, а они идеально дополняют друг друга. Отличаются, как бы дополняют. Вот поэтому они у меня так постоянно в использовании, уже довольно-таки короткие. Но в большом наборе тоже есть, и как бы поштучно можно дозаказать. Естественно, буду размывать обязательно. Как-то уже сложилась тут канцелярия. Определенные какие-то цвета, карандаши. Уже так довольно просто. Подбирать. Одежду я им раскрашиваю вообще вот как захочется. Каких красок душа просит, такие и беру. Ну, оттенки, цвета там. Ну, я считаю, важно получать именно удовольствие. Это вообще должно быть ключевое в жизни. Я думаю, у каждого в жизни есть масса моментов каких-то таких нерадостных, поэтому там, где можно получить радость и кайф, надо получать. Вот раскраски самое такое дело. Сейчас буду размывать. Но в основном я здесь размываю вот, знаете, такими похлопывающими движениями, по сути, как активирует цвет. То есть я не пытаюсь там что-то смешивать, чтобы все это, в общем, естественным образом, как получится. Красивые такие оттенки. У меня вот эти месяцы, знаете, вот вроде видео, да, каждый день выходили. Вроде раскрашивала много. Но вот у меня все это происходило такими урывками, что у меня вот... Я настолько соскучилась по раскрашиванию, хотя, казалось бы, я также столько же раскрашивала. Но за счет того, что это все было урывками, в какой-то суете, я вот прям реально соскучилась, потому чтобы вот сесть и красить.
И сейчас я с таким удовольствием это делаю. Но я просто уже решила, надо как бы все успевать. Но это опять одно дело решить, и другое дело успевать. Но тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы как сейчас я себя взяла в руки, как говорится. Потому что в целом возможность-то такая есть. Теперь еще надо домашние дела не забрасывать. То, что у меня получалось так, что именно настолько суета, что вот и в том числе домашние дела делались крайне медленно. А вот даже когда я не любила зиму, вот я сейчас вспоминаю, что все какие-то хорошие привычки именно зимой начинались. Главное только их вот удержать. Иногда манделузы протекают. Бывает. Но не могу сказать, что как-то злостно и невозможно исправить. Но бывает. Так, единственное, что вот тут вот надо прокрасить. Тут еще будет трава, зелень, но может быть даже сухая пастель, поэтому я пока внизу ничего толком не трогаю. Это все потом. Сейчас я взяла Берлинга металлик. Вот эти два оттенка, которые Metallic Black и Metallic Silver. И раскрасила вот тут. Хотя я не знаю, может быть, тут и не серебряный нужен, а какой-нибудь там медный. Но, опять же, что захотелось, то и взяла. Как правило, обувь, вот эти сапоги, плюс сумку, я тоже, и вот этот низ, я тоже раскрашиваю манделузами. Я люблю сочетать красный, коричневый. Нет, коричневый, красный, еще зеленый тоже. Так что сейчас этим займусь. Небо, думаю, тоже манделузы будут. Вот. Ну, а это видео я, пожалуй, буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И какая бы у вас за окном ни была погода, чтобы вам всегда было тепло, уютно и хорошо. До скорой встречи. Пока-пока.